26 декабря 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Его правопреемницей стала Российская Федерация, которую возглавил президент Борис Ельцин. Фактически, он стал президентом России еще до распада, поскольку победил на республиканских выборах 12 июня 1991. К слову, он был одним из инициаторов ликвидации Советского Союза, заключивших Беловежские соглашения 8 декабря того же года. Первостепенной задачей Ельцина на посту президента России было разрешение конституционного кризиса. Дело в том, что реальной властью в стране все еще обладали Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Они регулярно вставляли палки в колеса Ельцину и его правительству. На референдуме «Да-да, нет-да» 25 апреля 1993 года народ выразил доверие своему президенту, и 21 сентября он объявил о ликвидации Съезда и Верховного Совета. Президиум Верховного Совета, в свою очередь, объявил о прекращении полномочий Ельцина и отказался подчиняться его решению. Но Ельцина поддержали военные, и в итоге Совет был разогнан силой. Официально он прекратил свое существование 25 декабря, когда вступила в силу Конституция Российской Федерации. Другой важной задачей президента Ельцина был переход от плановой экономики к рыночной. Он поручил его проведение Егору Гайдару, который воспользовался методикой шоковой терапии. Эти радикальные реформы негативно сказались на жизни простых людей и поспособствовали росту бандитизма. Одна из таких реформ – приватизация, которой руководил Анатолий Чубайс, изначально казалась благой затеей, но в итоге привела к тому, что владеть большей частью предприятий стал узкий круг лиц. Одни выкупали приватизационные ваучеры у населения, другие отбирали их силой. Как-никак, на дворе были лихие 90-е. Со внешней политикой у Ельцина все было в полном порядке. Он наладил хорошие отношения с США и начал сотрудничество с НАТО. Россия вступила в ряд международных организаций. На переход к рыночной экономике ей предоставили большие кредиты. А вот внутри страны ситуация была не настолько благополучной. Еще в 1991 году генерал Дудаев объявил о создании независимой республики Ичкерия и провозгласил себя ее президентом. Ичкерия вела самостоятельную от России политику в течение 3 лет. Затем в ее правительстве случился раскол, который превратился в вооруженное противостояние между сторонниками президента и антидудаевской оппозицией. В конфликт вмешалась российская армия, и началась Первая Чеченская война. Она закончилась в августе 1996 года. Для Ельцина это была победа, так как в апреле был ликвидирован Дудаев, и во власти Ичкерии начался кризис. А значит, Ельцин мог исполнить предвыборное обещание и перейти к мирному улаживанию конфликта. Однако Ичкерия фактически осталась независимой. В том же году в России состоялись первые президентские выборы. Ельцин был переизбран на второй срок, в ходе которого он столкнулся с очередными трудностями. 17 августа 1998 года в России начался экономический кризис, вызванный дефолтом. Все правительство во главе с Сергеем Кириенко ушло в отставку. Спасать страну из сложившейся ситуации Ельцин поручил новому правительству Евгения Примакова. После проведения эффективных, но не скоротечных реформ, Ельцин отправил его в отставку через 9 месяцев после назначения. Новым главой правительства стал Сергей Степашин, но он продержался на этой должности втрое меньше. 7 августа 1999 началась Вторая Чеченская война, и Степашин покинул свой пост. Новым главой правительства назначили Владимира Путина. Он лично руководил боевыми действиями, параллельно завершая выход страны из экономического кризиса. 31 декабря 1999 года, во время новогоднего обращения, Ельцин объявил о своем уходе с поста президента Российской Федерации и назвал Путина своим преемником. Остаток жизни Ельцин провел в своем загородном доме, лишь изредка посещая различные мероприятия. 23 апреля 2007 года он скончался от сердечного приступа. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, в 1997 году Ельцин рассматривал возможность восстановления Российской империи, но так и не воплотил в жизнь эту идею.